So we're going to sort of now kind of move towards this idea of the wisdom of the body. И я сейчас приглашаю нас начать погружаться в исследование мудрости тела. So we have, you know, the wisdom of the cognitive mind, and we'll explore that sort of on the last day, and today and tomorrow, more the wisdom of the body and the field. И, значит, у нас, конечно же, есть мудрость когнитивного разума, и в последний день мы поработаем с ней. А сегодня и завтра я предлагаю нам исследовать мудрость тела и поля. NLP has always been about the mind. It's always been about, you know, these events that we create through our nervous system and then talking about. Sorry. I said NLP has always been about the mind. НЛП всегда работала с нашим сознанием, с нашим разумом. And the events that happen called thought through our nervous system. И тот прорыв, который произошел, это когда НЛП стала работать с нашей нервной системой, с нашим телом. And then we talk about it. И мы говорим, когда мы говорим о We теле, describe it. мы это описываем. So this will be an interesting place to discover veils. И то, что мы будем делать, это будет интересный процесс, когда мы сможем исследовать свои завесы, свои заблуждения. Because I can't really speak for the whole world, but I think in most of the world that I'm around, that the body is basically the delivery system for the brain. Я не могу говорить за весь мир, но похоже на то, что мы используем свое тело как источник для нашего разума, для нашего мозга. It's kind of a delivery system for, you know, being able to talk or being able to think in a certain way. То есть большинство из нас относится к телу как к инструменту, который нам позволяет двигаться, говорить. But the body also thinks. Но кроме этого, кроме того, что тело как инструмент, оно также обладает собственным разумом, оно может думать. And it thinks in a relational way. И то, как наше тело думает, оно думает в перспективе отношений, связей. And it makes connections. Наше тело отвечает за то, чтобы устанавливать связи. It's where the patterns that connect generally start, and it's called an intuition. Вот эти паттерны, которые соединяют нас с другими людьми, они, в общем-то, и называются интуицией. Когда мы чувствуем, что в нем что-то есть, я просто это ощущаю интуитивно. It has memory. Также у нашего тела есть память. It learns. Наше тело учится. It codes information. Наше тело кодирует информацию. It decodes information. И оно раскодирует информацию. And if you want to think about it as the way Milton Erickson thought about it, which is the cognitive mind is like the rider of a horse. И как говорил Милтон Эриксон, он любил говорить, что сознательный разум — это наездник. And the rest of this system is the horse. Но вся остальная часть нас — это сама лошадь. And if the horse wants to go one way, и если лошадь хочет бежать в одну сторону, and the rider of the horse wants to go another way, а наездник хочет, чтобы она ехала в другую сторону, pound for pound, who's going to win? Как вы думаете, кто выиграет? That's right. Да, лошадь. That's right. Now, another interesting thing about a horse is they always know their way home. And the horses always know their way back to the barn. They always know their way home. Что еще важно, лошади всегда знают, как вернуться домой. Как вернуться к бару. And so when he talked about the horse and the rider of the horse, he was talking about the somatic world, the relational world in us. И когда Милтон Эриксон говорил про наездника и про лошадь, он имел в виду как раз-таки отношения между нашим сознательным разумом и нашим соматическим разумом. Those of you who have studied with Steve Gilligan, for example, you have a good understanding of the strength of that deeper system, that somatic system. И те из вас, кто учился у Стива Гиллигана, у вас будет хорошее представление о той силе, которой обладает наша соматическая система, наше тело. Yeah. Да. You said that we have this cognitive mind, somatic mind, and field mind. Mm-hmm. And if we talk about the field mind, to whom the field mind relates, to which part, to cognitive or to somatic?
I think the field mind is not, it's when both the cognitive and the somatic come together. Я думаю, полевой разум – это когда наш соматический разум, Into what Bateson talked about as a unit of mind. когда наш соматический и когнитивный разум соединяются вместе, то, что Бейтсон называл единым разумом, And then connects out to the world. и в этом состоянии соединяются с миром, включаются в мир. The field mind emerges in the pathways and connections between us and the world. И как раз-таки полевой разум возникает в нашей соединенности с миром. So I can experience that. Я могу это ощущать. So, for example, when you were doing that little exercise with the other person, Например, когда вы делали вот это небольшое упражнение в парах, you could kind of experience that и вы могли ощущать поле между вами. it's me, it's them, and it's more than that, because there's this interesting dynamic that I become aware of in the Это connection. я, это другой человек, но мы нечто большее, потому что я ощущаю динамику, которая возникает в контакте между нами. Yeah. И полевой разум рождается как раз в этом контакте. Полевой начинает говорить только когда есть соединенность между когнитивным и социальным. So it can only emerge when our cognitive mind and somatic mind come together. I don't know that for a truth, Я не знаю это точно на 100%, but I think that I can get together, sort of cognitive mind to cognitive mind, and we can generate possibilities. но я точно знаю, что когда мы соединяем свой I think that когнитивный happens. разум и соматический разум, они генерируют возможности. But I think that we can come together with both minds and connect and generate even more Но possibilities. если мы соединяем когнитивный разум, соматический, и при этом соединяемся, то тогда у нас возникает еще больше возможностей. And the difference for me is, am I connecting also from my heart И еще для меня большая to this разница. other unique, essence? Контактирую ли я с миром и другим человеком из сердца? Есть ли в этом контакте, проявляется ли в нем моя сущность? Because in a way I'm leaving part of myself behind. Потому что каким-то образом в этом часть себя я оставляю в стороне. And yeah, we can generate great ideas, but it's like when Carlos Castaneda Don Juan, the Yaqui Indian, asked Carlos Castaneda, he says, tell me what your path is. And he tells him what his path is. Well, I'm going to be an anthropologist and what do they call it? A pharmaceutical anthropologist, that goes out and finds herbs and then they get synthesized into drugs. Знаете, когда Карлоса Кастанеду кто-то спросил, в чем твой путь, и он начал отвечать, что мой путь – это фармацевтическая антропология, это когда, знаете, собирают растения, и из них производят определенные вещества. And he goes, and Don Juan goes, yes, but does your path have heart? И он это все объяснял, и тут этот человек, который задал вопрос, да-да-да, я это все понимаю, но есть ли в твоем пути сердце? And then that's the soul. I mean, that's the somatic world. That's the spirit, right? И это и есть контакт с душой. Когда мы живем из сердца, это и есть уровень духовности. Do I have an awareness that when I'm speaking, that I'm using my breath? Осознаю ли я, что когда я говорю или когда я дышу, to say those words? Чтобы произнести эти слова, Because your breath is your spirit. Осознаю ли я, что, чтобы произнести слова, я использую дыхание, потому что наше дыхание – это и есть наш дух, в нем живет наша душа. When you took the first breath in, Когда you мы became animated. сделали свой первый вдох, мы ожили, мы стали жить. When it goes, well, А когда adios. наше дыхание нас покидает, то адьё. And so, like for the Native Americans that I grew up with, many of them would say, your breath is sacred. И многие индейцы, которых я встречала, говорят, что наше дыхание – это священная вещь. So having awareness that you're using your sacred breath, you're using your spirit to say these things, and I think that's where the heart comes in. So Осознаете ли вы, что когда вы что-то говорите, при этом вы используете свое дыхание, и ваше дыхание – это и есть ваш дух? And thank you for that beautiful question. Спасибо за ваш вопрос. So, when you are sitting with another person and an idea emerges between you and that other person, you went,
I would have never had that thought by myself. Знаете, когда мы находимся в настоящем контакте с другим человеком, и у вас возникает какая-то идея или вдохновение, есть такое чувство, что сам с собой я бы никогда ее не придумал, у меня бы этого не возникло. That emerged Потому что out of that space in between us. We would have probably neither one had that thought. Потому что такие мысли, такие озарения возникают в пространстве между нами, и сами по себе мы не в состоянии их родить. That's the field mind. Вот это действие полевого разума. And when we start to get more involved in the field mind, that's when you start to get more into the world of sort of archetypic processes, like the hero's journey. That's like an archetypic process, or you start to get more into archetypic, just archetypes. И когда мы вовлекаемся в полевой разум, мы начинаем контактировать с уровнем архетипов, символов. Знаете про архетипы? Something that comes out of the field of humanity. Архетипы — это те мотивы, силы, которые появляются в поле человечества. A pattern that connects through our humanity and not just necessarily, for one or two of us. Мотивы, паттерны, которые соединяют нас со всем человечеством, а не только с нашей индивидуальной жизненной историей. So, somatic syntax came from the fact that I was never satisfied in NLP with the kinesthetic system as a representational system. Знаете, откуда родилось соматическое моделирование, соматический синтекс? Меня в НЛП никогда не устраивало понятие кинестетической репрезентативной системы. We talked a lot in NLP about the ability to visualize and make images and the amazingly detailed images that we can make, and the color and the movement and black and white and movies, and oh my God, I was just talking earlier about a strategy that a computer guy had for creating computer code. It was just like I couldn't even go there, В НЛП была очень хорошо исследована и описана визуальная репрезентативная система. Мы очень хорошо знали, как рождаются образы в нашем сознании. Мы могли исследовать их цвета, резкость, было ли в них движение. То есть это все было очень хорошо изучено, как почти компьютерный язык. And I could have these crazy conversations with myself in all kinds of voice tones and dialogues and также в various languages. Было очень хорошо изучено, как мы можем слышать свой внутренний диалог, какие у нас бывают разговоры наших внутренних голосов. And then the kinesthetic system was one of two things. И когда дело доходило до кинестетической системы, там было всего лишь один или два аспекта описаны. It was an evidence procedure. Go. What procedure? An evidence procedure. I use it as evidence. Should I buy this car or should I buy this car? Oh, this one feels the best. I'm going to drive this one. То есть мы использовали кинестетическую систему как систему доказательств, как систему, когда надо было понять по кинестетике, хочу я купить эту машину или эту. Or I go, here I want to sit in the chair. This is my goal. I'm going to sit in the chair. Или, например, я хочу сесть на стул, вот это моя цель. Okay, that's my goal. Это моя цель. My operation is called walking. И та система операций, которую я использую для того, чтобы сесть на Do стул. I have evidence that I'm moving towards the chair, away from the chair? I don't know. Это ходьба. И тогда вопрос, как я понимаю, приближаюсь я к этому стулу или отдаляюсь ли я от него? So my body would go, oh yes, И moving towards the chair. It's evidence. Okay, I'm getting closer. мое тело давало сигналы, давало свидетельство того, что да, я приближаюсь к своей цели, я к нему иду. Or I'm not getting closer to the chair. It's evidence that I'm not getting there, right? Или по своему телу я могла понять, что я отдаляюсь от стула, я не приближаюсь к нему. So it was like evidence procedure in the tote, as we would say in NLP. То есть мы использовали тело как сигнальную систему в модели TOAD. Приближаюсь я к цели или не приближаюсь. Or it was kind of this vessel. Или же мы могли относиться к телу как к сосуду, that held emotion. В котором заключены разные эмоции. But it wasn't looked at or sensed in the same way as the other representational systems. But I went, wait a minute, Но мы никогда не исследовали эмоции так же, как и другие реп-системы. Мы никогда не относились к ним так же. It's a learning system.
Ведь наше тело – это система, которая постоянно учится. It does remember things. Наше тело помнит вещи. Things get held in my body that I forgot about a long time ago. Я могу But my сознательно body remembers it. обо многом забыть, но мое тело будет их помнить, будет держать, хранить все эти воспоминания. It can decode information and recode it into new ideas. Наше тело может декодировать, кодировать, раскодировать наши события и воспоминания. So what we're going to do, hopefully, is kind of release ourselves a little bit to take that plus or minus 2 chunks of consciousness that we can really use to attend to the world and release it to the larger aspect of self. Поэтому что мы будем с вами делать? Мы будем использовать идеи, и мы будем интегрировать их на уровне тела, на уровне телесного проживания. And to use movement as our pathway as opposed to words. И мы будем использовать движение вместо слов. We're going to let the body communicate what it wants to communicate. Мы- That's the other language. That's the other conversation. Мы будем позволять своему телу доносить до нас те послания, которые оно хочет донести. И это другой способ разговаривать, другой способ диалога. You know, that's where I can take, something like 92% of the communication is analog and 8% is digital, right? How many percent? I'm 92, let's say 92% is analog. И смотрите, я люблю говорить, что 92% коммуникации и всего опыта – это аналоговый опыт. Everything my body's doing, that is mind being produced in the pathways. Все, что right? делает мое тело. And then voice tone and tempo. Моя интонация голоса, ритм. Everything but words. 92% это все, кроме Is слова. analog. Это аналоговая система So we восприятия. go, look, 92% is analog in a communication, 8% is words. И в коммуникации 92% это аналоговые процессы, и только 8% это слова, дигитальная система. I don't know if that's true, but that's the research quote. Я не знаю, правда это или нет, но исследования показывают такие результаты. I always say if we want truth, we have to talk to the philosophers, I guess. Если мы хотим понять, истинно что-то или нет, нужно начать вести философские разговоры. Many of us hold that as information, but we don't have it as knowledge. То есть, может быть, мы можем We don't really know that. обладать какой-то информацией, но эта don't информация really know не that. является нашим знанием. Thank you for your patience. Спасибо за терпение. Подскажите, пожалуйста, каким образом, я вот просто давно занимаюсь этой проблемой, каким образом разум тела, да, как новое понятие, да, достаточно новое, связано с классическим понятием подсознательного разума, как бы, да, вот. How is the somatic mind connected to the notion of subconscious mind, to I think they're the unconscious? same. Я думаю, это одно и то же. I think they're the same. Я думаю, это одно и то же. I remember Robert Dilts and I sitting for 4 years writing this encyclopedia of systemic neurolinguistics, right? Я помню, как мы с Робертом Дилсом в течение 4 лет сидели и писали эту энциклопедию нейролингвистического знания. And so we got to the entry on beliefs. И мы дошли до главы про убеждения. And I remember Robert looked at me all of a sudden and he goes, Я помню, как Роберт внезапно на меня посмотрел и говорит: Judy, Джудит, are you saying beliefs are the body? ты что, хочешь сказать, что убеждение – это и есть тело? Pretty sure. Я говорю, да, я вполне в этом I уверена. go, if I have a belief and it gets really, or a value and it gets really knocked, Смотри, если у меня есть какое-то убеждение, и это убеждение задевается, I don't say to myself, oh, I think I will make my blood pressure rise. я не реагирую так разумно очень, не говорю себе, я My думаю, heart speed up, я попрошу свое давление в теле повыситься, я попрошу my свое body тело mobilize. биться быстрее, мое тело It's like, мобилизироваться. boom. It's not going through any Это не такая cognitive process. разумная реакция. В этой реакции нет никакого когнитивного процесса. Мое тело просто внезапно реагирует, как только кто-то задевает мое важное убеждение. Yeah.
само по that's why I себе. go, yeah, beliefs in a way that's held in a deeper part of the nervous system. Поэтому да, я убеждена, что убеждения живут в более глубокой части I нашей think- нервной I системы. think I'm upset. I'm going to raise my blood pressure and I'm going to speed up my heart. And okay. То есть я не могу сказать, что сейчас я попрошу мое давление подняться, сердце биться быстрее. So in NLP, easy peasy, we have Итак. language, В НЛП все очень просто. У нас есть язык, and then we have, which is surface structure. и это поверхностная структура. It's not experience, it's only a way to talk about experience, right? And that's where people make the map territory. Смотрите, Problem, right? наш язык — это же не наш опыт, это не то, что мы воспринимаем, это то, как мы описываем то, что мы воспринимаем. И описывая вот это, мы говорим про карту и территорию. That's where John Grinder would go. If I make that mistake and I go to a restaurant, if I mistake the menu for the food, I would just eat the menu. То есть, как любил говорить Гриндер, он говорил, что если я путаю карту с территорией, это значит, что я прихожу в ресторан и начинаю путать меню с реальной едой, и вместо еды начинаю есть меню. Right? If I mistake the word for the actual thing or the map То есть мы не for the можем actual принимать, thing, I'd just eat the menu. мы не можем принимать описательную карту за реальность, за реальный опыт, за территорию. And then there's the deep structure, И вот за experience. языком скрывается глубинная структура, наш опыт, проживаемый реальный опыт. And that because of the way I'm built as a human being with certain filters on the world, in my perception, И в результате того, что у нас с вами есть определенные фильтры восприятия, I can only take in what my species is designed for. я могу воспринять только ту часть реальности, на которую настроены фильтры моего вида, The меня как range of light I человека. can see, the range of sound I can hear, То есть спектр того, что я могу физически увидеть, спектр того, что я могу услышать, the range of sensitivity, right? спектр чувствительности кинестетической. The tones. Какие интонации я могу The colors, различать, the какие spectrum of цвета я light. могу различать. It's different than my dog, Josie. И моя собака Драузи будет воспринимать все совсем по-другому. У нее будут совсем другие спектры. Different than my horses. И мои лошади будут воспринимать по-другому. И коты. They had better things in some ways, and I had better things in other ways. Что-то они воспринимают острее, лучше, а что-то я воспринимаю острее, лучше. So whatever gets in here, И все, что попадает сюда, it's already reduced. это, то есть сюда уже попадает не вся реальность, уже Compared to what's отфильтрованная. possible, it's already reduced То есть все вокруг уже сокращено до того, что мы можем воспринять. without trying, because I'm just built that way. Can only be built the way I'm built. That's the human species. И это не какое-то сознательное решение или попытки, усилия. Мы просто так сконструированы, как люди, что мы можем воспринять не все. It's packaged throughout the system. It's packaged throughout my system, То my есть experience, right? и то, что мы воспринимаем, все-таки оно проникает в нашу систему And then it comes out and I talk about it. и складируется в нашей системе. И когда я о чем-то говорю, вот этот опыт, который в моей системе хранится, он выходит на поверхность, я его проявляю как-то. And it's a code. Но он выходит в закодированном виде. It's not the experience, it's a code for the experience. Я не могу передать свой реальный опыт, я могу только его описать через код. Well, the same is also true of the somatic world. То же самое относится к соматической реальности. So instead of, language, Просто в соматической системе вместо слов, we can вместо put body language. вместо языка у нас язык тела, жесты, движения. We put body language. Наш язык тела. That's the syntax of movement. И это то, что проявляется через движение. So just like language has a syntax, И это an я называю... ordering, it has an order. И именно это я называю соматическим синтаксисом. Точно так же, как в нашем языке есть синтаксис, наша речь построена по особым законам. Also the other conversation, the somatic conversation, Наша has соматическая an речь... Наша соматическая речь тоже следует определенной последовательности, определенным структурам. so if no matter what culture from you're from in the world, probably if I do this, Неважно, в какой культуре я нахожусь, если я сделаю вот так своим телом, what do you think? что вы подумаете?
That you went into your thoughts on... Okay, something happened, but somebody said you went into your thoughts. Кто-то сказал, что да, я задумалась. That you could be sick, for example. Could be ill. Да, могла заболеть. That you are looking for something below you. You're looking for something down here. Я что-то ищу. Either inside or out. You have some inner dialogue. Could be. Да, возможно, внутренний диалог. Depressed. Okay, how about if I do it this way? А если я сделаю вот так? That you are hopeless. You're hopeless. Обреченность. Great. Crash. But so there's certain ideas that are going to happen no matter where you go in the world. То есть неважно из какой вы страны, где живете, есть определенные идеи, которые у вас возникнут, когда вы увидите мой язык тела. And you're an educated group, so you know some NLP, so you go, yeah, you're probably listening to internal dialogue. И поскольку вы знаете NLP, то когда я делаю так, многие из вас сказали, наверное, у тебя внутренний диалог происходит. Right. When a person is like this, а когда человек стоит вот так, open, счастье, кто-то сказал. What? Happiness. Happiness, yeah. Centered. Centered. In the flow. In the flow. I mean, I think those are the kind of ways in which you go, don't have to speak a language to get a sense of what's going on. Да, и вам не нужно говорить со мной на одном и том же языке, чтобы понять, что означает вот эта поза про мое внутреннее состояние. Now, again, in the early days of NLP, you know, we would go, okay, go into state A. Знаете, как в начале НЛП мы говорили, войди в состояние А. But it's static, right? Но помните, но тогда все это было очень статично. And we're not static because we're a living system. А мы с вами не статичные существа, мы живые существа. It gives my partner an opportunity to see certain things. Да, это дает моему партнеру возможность что-то увидеть. And I shake that off. Затем я это стряхну. What do I want? Well, А теперь я в новом состоянии. Again, it's static. Но опять-таки это была работа со статическими So состояниями. you're talking about postures. Мы говорили про позы. Postures are great, but that's usually only a second that we pass through that to something else. Поза это прекрасно, но в жизни обычно у нас нет замороженных поз. Unless we're seriously stuck somewhere. Только если мы очень сильно застряли в каком-то состоянии. Because we're a living system. We're in movement all the time. That's how we are, you know. Потому что мы с вами живые системы, и мы все время изменяемся, живем и движемся. It's necessary for life. Движение необходимо нам для жизни. It's always taking information in and editing and re-editing. Мы воспринимаем информацию, выпускаем информацию, обрабатываем ее, реагируем. So the idea of somatic syntax was then to go, let's take a state and then notice the natural movements that come out of the state. And start to move it from static to movement. Основная идея соматического синтаксиса заключалась в том, чтобы найти, какое движение проявляется у меня в этом состоянии, и начать выражать это движение. So instead of saying, well, let's find an example here. Would you do this with me for a second? Можно вас пригласить? Because you're new. Would you please? Можно вас пригласить? I'm begging. Я вас умоляю. Yay! Woo! The first demonstration. She cannot speak, she says. That's okay. Can? Okay, you're good. Хорошо. You okay here? Нормально тебе здесь стоять? Okay. Okay. She's lost her voice, but just in case. Nice voice. She has a nice voice. У тебя хороший голос. Okay. So earlier, I'll hold this for you because I want her to use her whole body. Я подержу это для тебя, потому что я хочу, чтобы ты использовала все свое тело. When you really feel that sense of being centered, Когда ты действительно ощущаешь себя центрированно. where you can really feel that sense of, Попробуй ощутить себя действительно my feet are on the центрированно. ground and Я стою на земле, I feel that sense of balance in myself, у меня есть хороший контакт с собой, openness. при этом я открыта, So she's reorganizing.
Вы можете заметить, что ты реорганизуешь свое And тело. also that awake. Я также осознаю, пробуждена. She's, and there's an awakeness, a curiosity, and Я любознательна, я в бодром состоянии. if you can Если ты можешь, you say a little bit about what you experience in this state, what it's like, if you could say? можешь рассказать о том, что ты ощущаешь в этом What do состоянии? you sense in there? Что ты ощущаешь в этом состоянии? Что с тобой происходит? Во-первых, полная, не гармония, но как вот стабильность такая. First of all, I'm stable. И нет, это не релакс. It's not relaxation. Это, No, it's not relaxation. это ощущение полной готовности. Скажем, если что-то произойдет, я моментально отреагирую правильно. It's the state of readiness. If something happens, Exactly. I will react in I'm the right ready. way. But I'm relaxed я в ready. состоянии, It's kind of a relaxed ready. я I'm aware. в состоянии готовности, я осознаю. Также ощущение действия, не ожидания чего-то, а предприимчивости самой. See, there's this beautiful other conversation going on. That's what Also I'm the state of initiative. I'm not waiting for some action from the outside, but I'm kind of prepared. I'm prepared. И Джудит говорит, смотрите, когда, как вас зовут? Когда Наталья говорит, как ее тело выражает то, что она говорит. Now, I noticed that she made this lovely И я заметила, что Наталья movement сделала spontaneously. She didn't go, I think I'll make this movement. спонтанно вот такое красивое движение. Я думаю, оно произошло спонтанно. It came out of the somatic life, it's a conversation. И это движение родилось из соматической модели. Это разговор ее тела. I'm just going to ask you to try something Я with просто me. попрошу тебя сейчас кое-что попробовать. I just want you to bring the awareness to the internal space for Можешь you, of that направить balance, that свое centeredness. внимание в эту свою внутреннюю центрированность, в свое внутреннее равновесие, направить туда внимание. And I want you to make this movement И slowly. я прошу то же самое движение тебя сделать медленно. And just let me know if it strengthens the state or doesn't strengthen the state. И Just bring просто awareness and go, дай what мне happens? знать, That вот was это your движение movement. усиляет твое состояние или не усиляет. Просто дай мне знать, что с тобой происходит, когда ты медленно делаешь это движение. Does it make more of it? Does it make less of Оно it? усиляет или уменьшает. Оно стабилизирует. It stabilizes. И, как это вот утверждает, то есть это как вот предложение и точка. It's like it's maintaining the state. It's like if there was a sentence and the movement makes a dot at the end of the sentence. And the movement makes a dot, it punctuates, it punctuates. И это движение ставит точку в конце высказывания. Great. So I'm just going to play with the speed of it. И And мы сейчас просто поиграемся For со скоростью этого движения. do it a little faster. Попробуй сделать его быстрее чуть-чуть. What happens? Что происходит? Но вообще по ощущениям это немножко более неосознанно, вот оно быстрее так протекло, но ты его не успел ощутить, осознать, да, но оно все равно оно работает. It still works, but it works without awareness. It kind of goes very fast without awareness, but it still works. But it still works. Но все еще работает. Let's go back to even making it more slow. А давай попробуем сделать его еще I'm медленнее. just trying to find out what makes more of it. We go, Я it просто- still мы works, с тобой but it's хотим найти, without, it loses something. Что позволяет это состояние усилить? Когда я его делаю медленно, я уже второй раз медленно сейчас его делала и чувствовала то же самое, абсолютно идет, как будто бы руками давление вниз, а энергия, наоборот, она как будто поднимается. It's the second time I have the same reaction inside when I do this movement. The pressure, I feel the pressure going down below my arms, but at the same time, my energy raises up. Great.
That's Здорово. enrichment. Здорово, это здорово, Yeah. это Because обогащение. I get more energy. If I Потому slow что it down, когда I я still sustain замедляю the это state. движение, я все еще остаюсь стабильной, но при этом моя энергия поднимается, она растет. But more energy comes. Моя энергия поднимается. But I'm still just using the syntax that she offered, just whatever came spontaneously out of what she offered in that conversation. Мы используем тот соматический синтаксис, который родился спонтанно. Мы просто замедляем его, ускоряем, экспериментируем с ним, но это естественное движение было. When you talked about the punctuation, Когда ты as it, сказала- it's the dot at когда the ты end of a sentence, Сказала, что это движение похоже на точку в конце предложения. if we pushed it further, if I said, well, just do it with one hand, and what happens? Мы можем дальше это развить. Например, я тебе могу предложить, а если ты одной рукой сделаешь это движение, что произойдет? It may create a completely different state. Look, Это yeah, может создать совсем другое состояние, точно. it's not the same world. It's not the same state of being, То есть это будет совсем новое состояние бытия. because that particular state of being has its conversation. Потому что у этого состояния есть свое выражение, свой синтаксис. Thanks. Спасибо. She's thinking about that now. Great. Great. Thank you. Thank you for being our first demonstration subject. Спасибо за участие в первой демонстрации. So I just wanted to point out to you that you can do a lot of awareness and exploration with just the movement. И я просто Yeah. хотела вам How do you продемонстрировать, make more of something? How do you destabilize something? что Because просто even this работая has got its package, you know, it's got its language. со своими движениями, мы можем очень многое открыть, I can't понять. do it like this. It isn't the same. И мы можем понять, как мы можем стабилизировать свое состояние, дестабилизировать, используя просто движение, соматический синтаксис. So I want you to play with that a little bit. И я хочу, чтобы вы поиграли со своими движениями, And then I'm going to tell you how we're going to apply it. и я расскажу, как мы будем это делать. On page 10, На странице 10 there's this thing called the identity matrix. у вас есть тема, которая называется «Матрица идентичности». We're going to do it in a circle. Мы будем выполнять Oh, работу wait, it's my page 10. I don't know. 11 страница for you guys. 11, страница 11. И мы будем выполнять это упражнение, используя круг. And let me talk a little bit about the identity matrix. You know, there's that idea that you all know, or most of you know, about aligning myself with neurological levels, right? Смотрите, когда мы говорим про матрицу идентичности, скорее всего, большинство из вас знакомы с идеей сонастройки по логическим уровням, когда мы настраиваем себя по всем логическим уровням. For those of you who don't know neurological levels, it goes, well, here's Judy in this context of training. This is the context. Here's the environment. А для тех из вас, Here's кто you beautiful people. не знаком с системой логических уровней, очень просто. Смотрите, я Джудит, я нахожусь в этом контексте, в окружении этих чудесных людей. И первый уровень – это контекст, в котором я нахожусь. And Judy takes certain actions in that environment. И Джудит в этом окружении, в этом контексте совершает определенные действия. And she brings certain skills, certain capabilities Для того, чтобы совершать эти действия, Джудит использует определенные навыки. that support those actions. Навыки, которые позволяют ей производить эти действия в этом контексте. She has certain beliefs and values that support the skills, that support the actions in the environment. И у Джудит есть определенные убеждения, которые позволяют ей обладать этими навыками и проявлять эти действия в этом контексте. And then she has a sense of identity И во всем as a этом trainer. у Джудит есть чувство себя, role. чувство идентичности, себя как тренера, того then- человека, который проявляет себя в этом контексте через эти действия. And then she has a kind of vision for all of us И при этом у Джудит есть видение для каждого из нас, to для всех bring нас, more awareness about this idea of wisdom and what that means into the world, right? соединенность с тем, что ее действия означают для более широкой системы, для всего мира. Зачем это все? Well, that's sort of aligning myself to a role. Но мы используем этот процесс, чтобы сонастроиться на свою роль, на свою жизненную роль. And the identity matrix is more about aligning my sense of self. А когда мы работаем с матрицей идентичности, мы настраиваемся не на роль, а мы настраиваемся на свое ощущение себя. Kind of aligning a sense of who I am at the identity level, Мы whatever that соединяемся means. с ощущением, кто я есть, на уровне идентичности, кто я.
Now, when Robert and I do this, usually we do it with sort of symbols or metaphors. Обычно, когда мы с Робертом работаем с матрицей идентичности, мы используем символы или метафоры. And we're going to do it with movement. А с вами сегодня мы будем работать с So движением. you're going to have to be very comfortable И dancing. вы будете танцевать. It's your personal dance. Это будет ваш индивидуальный танец. But I want you to express it with the body. И я хочу, чтобы вы выражали его через свое тело. So when you're in that center, Итак, когда вы центрированы, находитесь в своем центре, when you're in that core, в своей сущности, в своей that center сердцевине, is your core. That's the source. это ваш источник. That's the source of your essence. Это источник вашей сущности, ваш центр. It's not a resource, it's the source. Это не ресурс, это источник. It's where every possibility emerges through us, right? Источник всего, который порождает все возможности, все ваши проявления. Through that source. Вот это ваш центр. When I'm really in my core, in my essence, Когда я соединена с собой, со своей сущностью, со своим then I can flow from that place. ядром, то я могу проявлять себя из этого I can источника. surprise myself. You've probably done that where you go, God, who said that? Я могу позволять Who did that? этому источнику проявляться через меня, и я могу даже иногда удивляться, откуда это взялось, кто это сказал сейчас. And it's who you are that you want to be, И that you've always been. здесь находится тот вы, кем вы всегда были и всегда будете. So when we had our lovely explorer, and she goes, И когда у нас на сцене была Наталья, и она делала это движение, исследовала его, she was expressing that sense of her deeper self. через это движение Through она movement. выражала свое более глубокое «я», себя, через это движение. If I ask her to go to just potential, who you could become, you know, who you haven't done it yet and you want to, Значит, если я вас попрошу задуматься о том, кем бы вы хотели стать, о вашем потенциале, what would that be like? если бы вы могли быть кем угодно, кем бы вы хотели стать, What movement would really come out of that то space? в ответ на этот вопрос, какое у вас родится движение? I want to. Я хотела бы, There's all kinds of possibilities in front of me. и у меня есть целый ряд I возможностей. just haven't done it yet. It's potential. Но я просто их не реализовала, они все в потенциале, я просто еще туда не прибыла. I could, Но, just haven't done it yet. sorry? I could, Но я могла бы, I just haven't done it yet. я просто еще не оказалась там. Then what is that place where I want to? Следующее пространство наше, я хотела I бы, want to develop myself in a certain way, я хотела бы проявляться так или развиваться в этом направлении, but I can't. но не могу. And I hit a limitation. I want to, Это мое ограничение, я хочу, but I can't. но не могу. So I could go, I am, and I want to be. Смотрите, кто я есть, всегда была и буду. And there's usually a sense of pride with that, in a positive sense of pride. You know, you take pride in your achievements, and it makes you feel taller. It makes you stand taller, right? И это ощущение всегда связано с состоянием гордости, в самом лучшем смысле этого слова. Гордости за то, кто мы есть, за наши достижения. Мы чувствуем себя выше, больше, чем мы есть в этом состоянии. I connect to my potential, and I get excited. Дальше Yeah, мы I go, соединяемся с потенциалом, и у нас возникает энтузиазм, It's a lot of возбуждение. possibility for me. Вау, как много возможностей для меня, кем я могла бы Kind of a стать. sense of excitement. И это дает мне чувство воодушевления, For me, возбуждения. it's like a sense of joy too. Мне это также дает чувство радости. I hit limitation. И I тут- want to, but I can't. И тут мы заходим в пространство ограничений. Я очень-очень хочу, но не могу. I feel kind of frustrated. И в этом состоянии наступает фрустрация. Then I feel kind of frustration, yeah? Это стресс, это фрустрация, это не очень приятно. And then I go, but there's other aspects. Но при этом у моей идентичности есть еще одна сторона, еще один аспект. Who am I not? And I don't want to be. Кем я точно не являюсь и быть не хочу. And you can see my movements. И вы you know, видите kind of мое like, соматическое движение Who am I для not? этого. Кем я точно не хочу быть и And не I don't want to являюсь. be like that. Я не хочу таким быть, и я этим не являюсь.
I don't want to be mean, or I don't want to be selfish, or whatever that is for you. What is that boundary? You go, that's not me, and I don't want it to be me. Например, я не хочу быть эгоистичной или нечестной, или каким бы еще вы не хотели быть. Это наша граница, то, чего мы не хотим делать и не хотим быть. And that's usually with a sense of resolute. It's resolute. Nope, that's not me. И обычно вот это пространство связано с ощущением отказа. Нет, это точно не я. Я отказываюсь таким быть. Boundaries. Границы, наши границы. That's about boundaries. Это наши границы. And then I can go to another place and go, well, you know, I could develop this way, but I don't want to. I feel it's a weakness in me or a flaw, and I feel more a sense of fear or worry that I could become something. И еще Negative. следующее It's like пространство. negative potential as opposed to positive potential. Следующее пространство можно назвать негативным потенциалом. Я чувствую, что да, в этом направлении я мог бы развиваться, но очень бы не хотелось. И обычно вот это пространство связано со страхом, с нежеланием. Возможно, есть такие задатки, есть этот потенциал, но я бы очень не хотела, чтобы это во мне реализовалось. And then I come to the shadow side, which is I am, И это пространство называется слабость. but I don't want to be. А следующее пространство называется тень. I always refer to it as my Darth Vader side. Sorry? My Darth Vader side. Значит, следующее пространство я люблю называть пространством Дарк Вейдера. Это пространство тени. Это то, кем я являюсь, но я не хочу такой быть. So all these aspects of self are true, yeah? I mean, there's a sense of in us of all these aspects of self. И смотрите, все эти аспекты нас, они в нас есть, они к нам относятся. Это части нашей идентичности, это The части best нас. of me, the best of me, Самая лучшая часть меня, all my potential as a human being and what I could do, весь мой want to человеческий do, потенциал, что для меня в принципе возможно, что я могла бы сделать. those things or dreams or visions that I have and want to but can't Мои because I don't have ограничения, permission. я бы очень хотела, но не могу, Or don't или believe in myself, я не верю в or- себя, yeah. или мне не разрешено. The clarity of a boundary that goes, nope, Дальше not me. четкие границы. Это точно не я, это точно не про меня и не я. To that sometimes fear of I could develop that way, but I don't want to. Далее But I пространство could feel the draw, I could feel. опасений, страха. Я могла бы в эту сторону развиваться, но очень бы не хотелось. Но меня туда чуть-чуть влечет, но не хотелось бы. You know, you can see a lot of trainers that have a lot of ego, but not a lot of soul or a lot of heart. Знаете, очень много есть тренеров, у которых большое яркое эго, но не очень сильный контакт с сердцем или душой. And when you have people telling you you're great all the time, it's pretty hard not to believe it. Sorry? I said, when you have people tell you you're great, it's hard not to believe it. Знаете, ведь когда вам так много людей все время говорят, ты такой великий, талантливый, сложно в это не поверить. It's one thing to take it into your heart and feel gratitude, but don't buy your own hype. You know what I'm saying? Поэтому важно, конечно, это принимать с большой благодарностью и позволять этому затрагивать сердце, но точно не принимать это за свою истину. So, you know, as a trainer, you know, sometimes I can feel that pull. It would be easy to go there, but that И знаете, как тренер мы I would иногда fear that, not accept that. I would fear it. мы чувствуем, что да, я легко мог бы впасть в такое заблуждение по поводу себя, поддаться иллюзиям своего эго, но не хотелось бы. And then there's the Darth Vader side. И дальше сторона Дарк Just Вейдера. I am sometimes, Такой я иногда бываю, эти стороны во мне есть, but но I have to put light there. That's a place to put the light. мне это не нравится. How do you get rid of shadows? You put light on them. That's all. Это моя теневая сторона. So what we're going to do is we're going to create the dance, И что мы будем делать? Мы будем создавать танец. and so that you can bring whatever your somatic syntax И вы is, будете проявлять свой соматический синтекс в каждом из этих пространств. whatever that space Через свое движение будете выражать те аспекты идентичности, в которые будете заходить. may be.
and then you can connect the dance. И затем через танец вы сможете соединить все эти аспекты себя. And this is a way to start to really experience the wisdom that's in the body. И это один из способов действительно соединяться с мудростью нашего тела. Because the body does not make these separations. Потому что, смотрите, в теле нет разделений между всеми этими аспектами. I can only do that with my cognitive mind. Только наше сознание может разделить эти состояния. The body recognizes all the relationships and connections of these parts. And Тело if I get out of my own way, узнает и интегрирует все эти проявления нас. Они все живут в теле одновременно. these limitations, all of a sudden, they're just not there. И когда все это объединяется, вдруг наши ограничения растворяются. These boundaries get updated or clarified or verified. Наши границы для нас подтверждаются, становятся четче, мы их лучше осознаем. The fear gets what it needs, heard, held, or healed. И наш страх получает то, в чем нуждается, получает принятие, исцеление. Or healed. And the first one? Heard, Наш страх становится услышан, held, мы его принимаем, Or вмещаем healed. или же исцеляем. so I can let go of the fear. И я не начинаю действовать из страха. All of this ability to go, I can stand in my integrity and my core. И у нас появляется такое состояние, когда я могу быть собой, That I can connect to my own potential. быть соединенной со своим центром, источником, со своим потенциалом. That I can overcome limitation. И это дает мне возможности преодолевать ограничения. That I can clarify, verify, or update a boundary. Go, is this still true for me? Прояснять для себя свои границы, утверждать их. That I can bring all that knowledge to healing, И я могу hearing, or holding. использовать все это знание для того, чтобы услышать, принять, исцелить And bring light to the shadow. свои слабости и страх и осветить свою тень, And принести больше света в that's тень. the magic. И здесь происходит волшебство. When you do this with another human being, Когда мы делаем это с другим человеком, what makes something a ritual as opposed to a technique что технику простую превращает в ритуал, is when you bring your presence to it. когда вы совершаете эту технику в состоянии присутствия. When you're really there as a witness and bring your presence to that. И когда при этом присутствует другой Series of человек, steps. как свидетель. And to hold that space with another human being. И когда вы вместе с этим другим человеком удерживаете общее пространство, разделяете общее пространство, With your presence. Оба присутствуя. That's all it really does to make a ritual. Вот это то, что нужно, чтобы простая техника стала ритуалом. So, does anybody know the time? Кто-нибудь знает, сколько времени? 1 o'clock. So we have. Час. Yeah. Thank you. So we have about a half an hour before we break for lunch. So everybody stand up for a Так, moment. значит, у нас Wait, с we вами- have a question. Wait. We have a Подождите, question. вопрос. Джудит, я слушала задание и поняла, что у меня вот в эту технику сейчас лезет всадник. Мозг полез. When I was listening to your task, I caught myself that now my rider will interfere in the process. Okay. Я правильно понимаю, движения меня не должны обмануть, а он-то может. As far as I understand, my movement cannot lie to me, but my rider, my conscious mind can lie to me. Okay. Would you like to do this with me? Хочешь со мной выполнить? Yay! Woo! Okay, we have a dangerous spot on there. That's why we have the chair there. Значит, у нас тут есть на We don't сцене want опасное anybody to место, disappear. поэтому на нем стоит стул, и мы его не двигаем. And you know what? I'm going to give you mine Я дам тебе свой so микрофон, that you have your hands free. чтобы тебе не надо было использовать руки. We call this trainer skills. You have to know how to wear these things. Значит, это особые тренерские навыки, уметь носить такие микрофоны. Куда мне Нет, подержи. Aloha. Прекрасно. powerful there? Можешь чувствовать себя сильной и мощной на сцене? Yes, of course. It's my place.
It's just in the field. Значит, это просто здесь в поле It's у just in нас the field. разлита сила. So tell me your name, please. Как тебя зовут? Maria. Мария. Maria. Thank you for coming up here. Спасибо за то, что вышла. And Maria made a beautiful comment. She said, I think I already know that the horse is going to get in the way. I mean, the rider of the horse is going to get in the way. И Мария озвучила очень прекрасный комментарий. Я уже сейчас чувствую, что мой всадник вмешается в процесс и помешает лошади. So the first thing we're going to do is kind of enter into that coach state. Первое, что мы будем делать, That's just going to be это our first step. войти в состояние коуча. Это наш первый шаг, войти в состояние коуча. So she's just going to take a moment, to find her center and И просто пару мгновений уделить тому, чтобы найти свой центр, заземлиться. And this is one of the things that I said about wisdom. One of the things about wisdom is it can hold the paradox, or it can hold those two different ideas. One is the horse, the other is the rider of the horse. And if they're not wanting to go in the same direction, И помните, как can я I just говорила, hold that? помните, как я говорила, что такое мудрость? Это когда мы можем удерживать парадокс. И в нашем парадоксе есть всадник и есть лошадь, которые, возможно, хотят двигаться в разных направлениях. И наша задача не бороться с ними, а создавать пространство, в котором мы удерживаем обоих. Just bring awareness to that. That's a reality, right? Просто could happen. I don't know, but I'm отмечая то, что происходит, признавая реальность, то, что происходит, именно это. Just, bring awareness to it. И просто осознай то, что происходит. Put some awareness around it. Также позволь себе обратить внимание на то, что происходит вокруг. I think you can acknowledge the parts of yourself that go, I'm not, I wonder if that'll happen, or I'm afraid that might И happen. ты также можешь поприветствовать те части тебя, которые говорят, возможно, что-то и произойдет, а возможно, у меня ничего не получится, возможно, всадник вмешается, а возможно, и нет. And quite often things will sort of settle down. И It просто sort of goes, okay. признавая эти части, слыша их, многое начинают успокаиваться и расслабляться. Да, хорошо, так есть. Я опасаюсь, что ничего не произойдет. Yeah. And I think that's just the whole importance of acknowledging what's real with ourselves in the moment. И это очень важный аспект, когда мы приветствуем то, что реально с нами происходит прямо сейчас, те реакции и части, которые происходят и проявляются. I mean, and if she would have said, "Oh, it doesn't feel good," then I could go, "Well, what needs to be heard, what needs to be held, or what needs to be healed?" И если бы вы сказали, что ощущения не очень приятные, я бы продолжила, и я бы сказала, а тогда же какая часть тебя хочет быть услышанной, что тебе важно выразить? Но Мария говорит, что нет, все хорошо, сейчас мне хорошо. Нет, я говорю, что мне нехорошо. Мне хорошо? No, she says, I am not comfortable, I don't feel good. Huh? She says, I don't feel good, I am not comfortable. Oh, you're not centered. Ты не центрирована? Но я не могу признать того, что это не произойдет. Как вообще? I cannot meet the possibility that nothing will happen and the rider will interfere. Oh, okay. So you have awareness of it now. То есть ты сейчас осознаешь это свое, эту реакцию? So what else do you know? Что еще ты про себя осознаешь? What else do you know besides that? You must Кроме know этого. other things. Еще, наверное, много чего происходит, кроме этого. У меня сейчас очень много происходит в теле. A lot of things going on in the body. Вот в этот момент у меня прямо очень сильно идет перекос, например, в правую сторону, я это чувствую, да, я стала половиной себя. I can feel my right half of the body, and I can feel that I get centered on the right half. Yeah. То есть меня просто вот разделило на части, я не чувствую левую сторону, чувствую легко парализованной себя. As if I was divided into two halves, and I don't feel my left part of the body. Okay. Can you just bring that together with А your можете hands? попробовать их объединить? Just use your hands to Просто можете для этого put использовать yourself руки. together, girl. Соберись, девушка. That's the one. Да-да, да. That's the one I want to talk to. Да-да-да, вот с такой я хочу женщиной разговаривать. Лучше. Better. It's better. Yeah. Да. Great. Хорошо. Sometimes we just take ourselves very seriously too, Ну, знаешь, просто относишься к себе очень серьезно. Конечно. Do you feel centered? Are you feeling Yes, more I feel. centered? Но при этом ты Great. чувствуешь себя более центрированной, да. Great. Да, сейчас да. What would you add? What else do you need in that center right now for the exploration? 'Cause Что бы it's ты really еще important that you're добавила в ready это and- состояние?
Но я уже добавляю, то есть я почувствовала холодные пальцы рук, я их сейчас грею, то есть я явно чувствую холод, вот я его сейчас I am возвращаю в себя adding тепло. these movements with my Вот вот fingers. движение. They are Вот cold, он. and I'm trying to warm Вот он, them up with the Okay. movement. Да. Yeah. Great. Ну, Better? да, вот теперь Лучше? прям хорошо. Да. Great. Как на пляже практически. As if on the beach. As if on the beach. Как That's на what I'm пляже. talking about. Да, именно об этом я и I live говорю. by the beach. I understand this. Я живу возле пляжа, это So, понимаю. I mean, because what I'm trying to say here is it's really important. I want Maria to start the journey with the best of herself. Значит, первый наш шаг очень важен. Я хочу, чтобы Мария начала это путешествие в самом лучшем возможном состоянии, To have a sense of wonder about it. центрированно и с любопытством. It's a bit of a hero's journey. Это похоже на путешествие героя. And everybody who takes a journey has to pack their bags, and she wants her bags to be packed. И когда мы well, отправляемся в любое to do the путешествие, exploration. мы собираем чемоданы. И Марии тоже важно собрать с собой свои любимые чемоданы. Yeah. You feel ready? Готово? Okay. Good. That's the importance of being in a centered state to Значит, start. это очень важно, начать все из центрированного состояния. What movement, Maria, really represents this centered state? Какое движение для тебя выражает это центрированное состояние? Maybe just talk a little about it. Захотелось повторить движение Джудит, но я себя остановила. Просто хочется прям I had a wish to всех repeat your movement, but then I stopped myself. Good. Good for Хорошо. you. Good for you, because I want it to be your movement. Потому что я хочу, чтобы это было твое движение. This is already a very wise woman. Это уже очень мудрая женщина. She speaks her truth. Она говорит то, что She думает. speaks her truth. Говорит то, что думает. So when you just are in that Когда place ты of в этом состоянии, centeredness, центрированности, Maria, when you're really there, когда ты действительно в нем, Мгм. Я все-таки, у меня вот оно, Yeah, центр okay. мой, он прыгает. right? Да, это мое движение. That's the movement. Да, да, да. Okay, great. Пружинка. just Пружинка. like this thing that... Like a spring. Да, Boing, как пружинка, but it's very Да, centered. да. но ну, очень right. центрированная. That's my movement. Вот это мое движение. Вот мое движение. Hers is Да. great. Great. Это движение Джудит, а твое вот такое. Мгм. А вот Джудит вниз. Great. Super. Great. So now from this, you're going to hold this the whole time И because this смотри, is, это состояние, это движение тебе важно все время будет удерживать. this is you and your, you know, Потому что coach essence here. это That's what we want. твое коучинговое состояние. Okay. Now we're going to kind of take a step to the core А сейчас мы сделаем шаг и зайдем в сущность, в сердцевину твою. and just kind of allow your awareness to go to that place of Просто позволь своему вниманию попасть в my пространство essence, твоей сущности. my uniqueness, Моя сущность, моя уникальность, кто я есть. the core of who you are that you've always been and Моя you суть. always will be. То, кем And you я want to be. You know, you've всегда always была. been that, you'll always be that, and you want to be that. То, That's кем я you. всегда буду, и то, кем я хочу быть. And just really connect to that И space просто in действительно yourself. позволь себе соединиться с этим внутренним пространством себя. And just notice what movement naturally comes out of that И space. позволь тому движению, которое появляется, проявиться. Да, вот он. There it is, yeah? Да, и Great. колени. То есть я прям чувствую. Да. Yes, I can feel it. Great. And the movement is Какое движение? Ну, то есть у меня голова идет вверх, я чувствую, что у меня колени вибрируют, и кончики пальцев вот тройное такое движение. My head goes up. I can feel my knees moving and also something with my fingers, some okay. Great. So you just hold on to that and vibration and vibration. и Great. вибрация. But it's important to notice that there's movement in her legs. Но очень важно замечать, что в твоих ногах движение при It's этом. reflexive. It's not thinking about it. Ты не думаешь об этом. All right. So we're now gonna let that go and step into И this теперь place of можешь оставить это potential. движение здесь и перейти в пространство потенциала. Из него просто переходи в пространство потенциала. Just potential. You could Чистый become потенциал. Maria. Ты могла You бы, want to, and you could хотела бы become. и могла бы стать вот такой.
Just connect to just your potential as a, whoa. Потенциал. It's getting hot, man. I had to move over. Становится жарко. Хочется руки поднимать. I want to do like that. Движение, да, вот какое-то такое. Like that. То есть что-то, Like that. да, вот тут что-то такое. Именно не лететь, не махать, Not flying, but just поднять руки. raising my Да, arms вот, like вот that. здесь. And the heat, I could see. И еще жар, я прям его вижу. Да, ну прям такое. Great. So we have two Значит, movements, right? два пространства, два движения. Big potential there. Большой потенциал. Big potential. Большой потенциал. Okay. Now you have, I'm going to go to the next space. И теперь ты можешь перейти в следующее I'm пространство. going to try to do this kind of in a circle, but don't have a whole lot of room. Значит, у нас не очень много места. Stay centered. А You're оставайся just going to do центрированной. everything from the center. Мы все делаем из центрированности. That's your base start place. Это ваша отправная точка. And now let's just move to, I want to, И перейди в такое пространство, где я That хотела can't. бы, я очень хочу, но не могу. but you got to leave this space. But don't go Оставляя there. вот это пространство покину. Я хотела бы, но я не могу. и переходи в новое пространство. Вот сюда, наверное. Here, I want to go here. But that's your core, right? Но тут же была твоя сущность, твоя Нет, сердце. она была вот здесь. My core is here. Я сущность не затопчу. Ни за что. So you can get that movement. I want to, Я хотела бы, I could become, могла бы стать, but но I can't, не могу. I don't deserve. Или не заслуживаю. Все, уехала. Вот прям моментально, да, вот оно. Just very fast. It went like that. Вот. And the whole orientation. Да, ну И вот, вся ориентация туда, да? то есть меня вот оно сместило перекос. When you sense what that's like inside. И когда ты ощущаешь, каково это внутри. Sorry. I get too excited. When you Меня это sense очень what's that возбудило. like И inside. когда ты ощущаешь, каково это внутри. Ну да, примерно как раз про это и было, поэтому. Yes, it's about that. Поэтому Yes, you are right, это it's about that. очень печально мне. It's very sad. У меня вот здесь прямо боль аж. It's like pain here. I have pain here. Больно. Okay. So again, say Режет. thank you for showing up. Спасибо. Спасибо за то, что ты проявилась. But Можно я уйду отсюда? Can I move away? yeah, Yes, can. yes, yes, Leave you can. but You- stay centered in. You Да, know, ты можешь, that's the ты important можешь выйти отсюда, но при этом сохранять центрированность. It's important to experience it, but experience in a centered position. Don't become it. В каждое состояние welcome it важно in. входить, их проживать, но из центрированного состояния, не становясь этим состоянием, а просто позволяя себе их проживать и отмечать. Kind of say, "Welcome home, little sister." Как бы говоря себе, добро пожаловать домой, сестренка. I see you. Я тебя вижу, ты во мне есть. Okay, so let it go. Does it need to be Отпускай. held, healed, heard? Это нужно встретить, удерживать, исцелить. Great. Это прямо нужно погладить. Yes, Эту it боль. needs some caressing, like Okay, caress it. погладь. Yeah. Now don't become it. It's okay. Не становись этим состоянием. It's to hold it. Просто вмещай его в себя. Hold it from your center. Hold Из it со from the своего bigger центра, из sense большей of you. себя. She's been probably waiting a while. Она, наверное, долго ждала, чтобы ты ее заметила. This is her big chance. Это ее большой шанс. It's a big chance. Большой шанс. Okay. There you are. Хорошо. Okay, great. Now let's kind of stay centered, И оставайся центрированной, but kind of go to this, what you think about as your weakness но or your flaw. I попробуй could develop in a way, but I don't want to do that. I Попробуй don't want to перейти go в that way. то, что можно назвать твоей слабостью, что ты могла бы такой стать, но не очень хочется. Мотивации в смысле не хватает?
Ну, в смысле, не хочется или не хватает мотивации, чтобы стать? No. В самом худшем развитии событий ты могла бы, ты знаешь, что это может в тебе развиться, но тебе это не нравится, ты в эту сторону не То хочешь есть тот развиваться. плохой человек, которым я быть не хочу. Без Джуди. Спасибо. Well, just like you had that positive potential where you went. То есть смотри, когда ты шла в позитивный потенциал, какой бы ты хотела Sometimes we стать, feel a sense of negative potential. иногда у нас есть также и негативный потенциал. Каким Like I бы said, человеком мы могли бы стать? То есть я здесь тоже, по идее, должна центрироваться и выйти в этот центр. Здесь, в негатив, прям в плохой себе, в бяке. So it's a bad side of me? Or something that you feel is a weakness in you, and if you see it in other people, you kind of go, ew. Что-то, что тебе кажется слабостью в see it as a себе. weakness in another И когда ты person. замечаешь эти стороны в других людях, тебе они тоже кажутся слабостью. Like I was saying, I could, I kind of would be afraid of becoming a trainer who is just like all in my ego and that's like how great I am or how cool I am or how many things I've done and like not have a heart. Вот как я приводила пример Да. про себя, например, лично я боялась бы стать таким тренером, который очень много о себе думает, с большим эго и при этом потерял контакт с сердцем. Okay, so you found one. Okay, Нашла. she gets the sense of it. Go, the world is always pulling us. That's the way life is. It's pulling us all over the place. Знаете, мир-то все время нас привлекает в разные пространства и варианты. You just connect to that aspect of Просто self. соединись с этим аспектом себя. And just go, what movement really? И какое движение действительно... Единственное, что у меня получается, я не хочу туда идти, I и у don't меня want to go получается there. вот это. And Оно this is the спонтанно. movement I have. I don't want to go there. Okay, that's it. Отлично, That's it. отлично. That's the movement. А это значит движение. Not going there. Мы туда не идем. Great. How about boundary? А как насчет твоей Just границы? go, truly just not you. Вот это точно не ты. Такой ты точно не You являешься. go, boy, that's just not me. Это точно не я. I'm not that kind of person. I'm never going to be that kind Я of не person. такой человек, и таким человеком никогда не буду. Not how it's going to be. Следующее пространство. Такое я никогда не хочу быть. Goes, not me. Не я. Господи. Глаз дернулся. I get some this movement of the eye. Oh, okay. Like... Okay. Тикнуло. And just really, yeah. Вот у меня присаживает. Меня присаживает. I go like Вот this. какое-то вот такое But движение. it doesn't feel bad. Но чувство неплохое внутри. I mean, because boundary is just about Потому что clarity. границы про ясность. Not Это me. точно не я, и такой я не буду. Знаете, у меня ощущение, что в этот момент вот кто-то в коленке все уползло, и это выходит то есть за грань меня. То есть это не я, вот они. То есть они вышли за, вот как-то вот так. То есть все вот это, видишь, бедные коленки, сколько они носят. Давайте. Something with the knees going down and losing power or something like Okay. that. Out of me. Okay. My legs out of me. Okay. Because it's not you. Потому что это не ты. That's not me. Нет, So это не я. The movement is something like Движение the вот energy starts такое. to move out and no. Okay, Нет, это не я. Good. Okay, we're Хорошо. going to leave that one. Значит, оставляем это тоже. And now we're going to go to our the shadow. She's А going, теперь в тень. I am, Я такой являюсь, это во мне есть, but don't want to be. но я такой быть не хочу. Now, like I said, for me, it's it's what I call my Darth Vader. If Ну I вот в себе я эту сторону называю Дарк Вейдером. Мой внутренний Дарк Вейдер. and it's the aspect of myself, and I'll be honest with you. И это часть меня, это сторона меня. When I'm done, I'm done. И, If I'm done, I'm done. If I get to a certain threshold, I'm done. и если говорить And про мой that's my аспект shadow. такой, что когда я уже дохожу до предела, я действительно дохожу до предела. Вот моя такая тень. So I have to put light on that all the time. Go, И поэтому мне keep the нужно... mind open, keep the heart open in certain situations. Мне нужно следить за этим, чтобы в определенных ситуациях поддерживать себя и поддерживать свое сердце открытым. Потому что я знаю про этот свой аспект. There it is. Okay, good. That's all right. Now let it go. Все Super. хорошо, просто Super, отпускай это. Отлично. Okay. Now,
honestly, Maria, И, честно говоря, Мария, let's go back now to the core. давай вернемся в твою сущность, в твой центр. You've taken the whole journey with movement. Ты прошла через все эти этапы путешествия. Core. Вспоминай теперь свою сердцевину. Возвращайся в нее. And just let everything settle. И позволяй всему устаканиться. Don't go anywhere else yet. Никуда не Just уходи. let me ask you if there were some awarenesses. Позволь мне спросить тебя, есть ли какие-то осознавания, открытия? Есть. Yes. И я могу сказать, что вот для меня это очень тяжелый опыт. This is very difficult experience for me. То есть прям тяжелый на проживание опыт. И вот что я понимаю сейчас для себя мозгом, опять же, который был на коне, что Джудит сейчас мой мозг выключила. То есть я отдалась в руки партнера, и вот это пройти легче. Вот если делать это упражнение самостоятельно, наверное, будет. So this is difficult experience for me to go through all these stages, and here, thanks to you, my rider for some time went on vacation. Good. So I could trust you and your directions. But if Good. I did it on my own, it would be much more difficult for me. And that's the importance of the rider just being with you on the journey. И очень важно, Yeah. чтобы ваш наездник был с вами в вашем путешествии, просто был с вами. All that happened was the rider let go and sort of sat down in the Чтобы- saddle. Потому что and все, что went, произошло, он просто чуть-чуть успокоился, расслабился. We're on a trail here. We're on a riding trail Мы here. на самом We're деле together. едем по тропе, едем вместе. And that's a bigger learning. То есть I mean, that's a beautiful learning. это очень важный опыт, научение. Nobody's going to ask you to do it on your own. Никто не будет просить тебя делать это самостоятельно, в одиночку. That's why we're all here with you. Поэтому именно по этой причине мы с вами работаем в парах. I was talking to Yevgeny over here at the break, and we were talking about how, first of all, we all need models. You Вот know? мы с Евмением беседовали на перерыве, и мы We говорили о all том, need, что we all need sort of people that we can use as models for where we want to go, whoever каждому that из may нас be. всегда нужны модели, в жизни нужны примеры, нужны модели того, кем мы And хотим you стать, know, куда мы and you're хотим a model прийти. for me, and I'm a model for you, and everybody in this room, we are models for each other. That's the commitment we make to each other. И ты служишь Right. примером для меня, я служу примером для That's our тебя, learning. и мы все тут служим примером и моделями друг для друга. Так мы друг у друга учимся. We need pathways, and this is a pathway for kind of bringing the aspects of myself together, like Кром- my horse and rider. Кроме этого, нам всем нужны пути, тропинки, и это один из возможных путей, который позволяет нам соединить своего наездника и лошадь. And we need a sense of our fellow friends and community around us that are here to support us. И третий элемент, нам всем нужно чувство поддержки, чувство того, что нас поддерживает сообщество, единомышленники, друзья, у нас And есть Maria, поддержка. you were so honest from the moment you asked that question. И, Мария, с самого момента, как ты задала вопрос, ты была настолько честна, This is what I'm concerned about. и это для меня это очень важно. The horse came up here and did this. Твоя лошадь вышла сюда, все это сделала. Wasn't the rider that? Это был The не rider наездник. was on the horse, and so he had to come up here. В общем-то, I want you to recognize поскольку that. наездник сидел на лошади, ему пришлось вместе с лошадью появиться на Otherwise, сцене. if it was a conflict, you would be going, I don't know, I think I'll go. No, I won't. Yes, I will. No, I won't. И поблагодарим его за это, потому что если бы они конфликтовали, у тебя была такая реакция: выйду, не выйду, нет, And- выйду, нет, не выйду. And to say thank you for allowing us to see you. И еще хочу поблагодарить тебя за то, что ты позволила нам увидеть себя. Спасибо, спасибо. Uh-huh. Вам спасибо за то, что провели Thank you. меня. Спасибо большое. Thank you. Коллеги, всем спасибо. Я с удовольствием даю вам инструмент. Спасибо. Now, I just want to say to Maria that Я просто хочу сказать Марии, she's probably going to kind of go through this a little bit again with her partner. когда ты будешь работать с партнером, скорее всего, ты снова пройдешь через этот процесс еще раз, But it'll be different now но он будет Yeah. уже по-другому проходить, because the trail won't be so new. потому что тропа будет новой.
And I just want to check one space И я кое-что хочу только проверить. because she spent time in all those spaces. I want to go to the place where you sense the limitation. Поскольку ты была во всех этих пространствах, я хочу, чтобы ты зашла в I то don't место, remember, где it was ты over here somewhere. ощущала свою Oh, I границу, know, свое ограничение. no, it was over here, you're right. I want to, but yeah. Пространство, где ты хочешь, но не можешь. Ограничение. And I just want you to go into that space and just notice if it's different or not different. Просто зайди в это пространство body. снова и заметь, что-то изменилось или не изменилось, что происходит в теле, когда ты входишь в него сейчас. It's different. Okay, that was for Judy's evidence procedure. Это было для убедительности для Джудит. That's why I was saying the body understands the relationships of these things. Помните, я говорила, что наше тело понимает взаимосвязи между этими аспектами нашей идентичности. When we bring sort of our real essence and our potential to a challenge, it's a different thing Когда than мы just experiencing a привносим challenge. свою сущность и свой потенциал в сложность, в ограничение, оно воспринимается уже совершенно по-другому. Ты вообще рулишь. Okay, you're probably hungry now. Наверное, вы уже проголодались? I will kind of go over this when we get back from lunch. Когда мы вернемся с обеда, я вернусь к процедуре, к шагам. And because of the space here, I would really like you to do it in a circle. И я бы действительно очень хотела, чтобы вы выполняли это упражнение, ходя по кругу. And so, Maria, hopefully we will have an opportunity to do that. И у Марии, надеюсь, будет возможность выполнить еще раз это упражнение по кругу именно, но у нас на сцене не было возможности это сделать по кругу. I'm going to want you to probably dance it a couple of times. И я также попрошу вас несколько раз протанцевать, соединяя между собой все эти движения. And as the guide, you're going to always be supporting that coach state. И когда вы работаете как коуч, вы поддерживаете состояние коуч в вашем клиенте. Okay. What time is it? Сколько время? 1:30. Perfect. Идеально. It's perfect. Идеально. Thanks, you guys. Спасибо, друзья.